Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь 2023 года по месяцам. Юпитер в Тельце у нас 16 мая, а до 16 в знаке зодиака Овен. И если Овен у нас, это где-то экспансия, это у нас решительность, это какой-то импульс, это реванш, то вот как раз Телец — стабильность, порядок, какая-то структура. И для нас вот этот переход Юпитера из одних энергий огненных Овна в стабильного Тельца, когда у нас все должно быть разложено по полочкам, все для нас уже должно быть понятно. Так вот, может означать как раз какую-то ломку шаблона, и где-то для нас может быть какое-то болезненно-критическое состояние. Внутреннее, безусловно. Это может, знаете, как высветиться какая-то правда или реальность, которую мы сами вдруг можем обнаружить. Это было и раньше, это ничего нового, но это словно, ну, сродни, когда мы видим какие-то привычные вещи совершенно другого ракурса. Мы понимаем, что прежде какая-то наша была, может быть, позиция ошибочна, потому что нам представлялось в каком-то другом свете. А здесь, поскольку все же у нас Юпитер переходит в знак Тельца, а Телец вот именно хочет уже порядок какой-то создать, благополучие, мы не можем собой уже рисковать. Если мы могли полмесяца на каком-то импульсе словно куда-то отправиться или где-то, знаете, больше такой спонтанности, а по Тельцу нет никакой спонтанности, никаких синкоп, никаких необдуманных поступков. Действительно, какая-то реальность для нас может предстать совершенно не так, как мы до этого предполагали. Ну вот давайте, это общие слова, а давайте, выпадает две карты для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Вообще 6 это всегда победа. Посмотрите, у вас две шестерки. Ну точно, с деньгами проблем как-то вы порешаете. У кого-то буквально денег будет достаточно, и это не будет какой-то головной болью. Потому что по этой карте это еще карта спонсора, как будто даже если есть какие-то проблемы, нам есть люди, которые придут на помощь, и мы можем не беспокоиться. И еще и какая-то победа у нас в кармане. Это буквально карта победителя. Но надо сказать, что деньги мы не тратим. Здесь больше нужно быть прижимистому, скрупулезному, ну, наверное, по-тельцовски, экономному. Даже хоть и деньги есть как будто, потому что карта говорит, помни, рука дающего, у нас здесь меценат как раз показан, завтра превратится в руку просящего. Поэтому как бы направо-налево деньги спускать нельзя. Нужно будет считать. А здесь карта победителя. Будет успех у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, но нам придется его удерживать. То, что мы уже достигнем, вот буквально, как не рисковать собой, не рисковать своей репутацией, так и удерживать какой-то свой успех, свой статус, свои возможности и свою мечту, свою цель, назовите как угодно. Но две шестерки, две победы. Шикарно, мои дорогие. Мы их положим вот так и перемешаем еще раз. Итак, наш второй прогноз будет строиться таким образом, что мы достанем из расчета карта на месяц по одной карте. И первый месяц у нас будет май. На удачу и успех. Давайте посмотрим. Может быть, есть месяцы, когда наиболее активным нужно быть, а где-то может и не торопиться. Итак, май, июнь, июль и август. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Давайте узнаем, что же в мае. С одной стороны, и вот в этой колоде это как раз карта праздника, хорошего настроения, когда у нас все хорошо. Поэтому, в принципе, останетесь вы маем довольны. Но есть и другие колоды, карта Таро. И я должна озвучить, все-таки проходит словно, знаете, какая-то помеха, которую мы должны устранить. То есть праздник будет, но
все-таки наш какой-то рационализм, не можем мы в чем-то просчитаться, и если есть какой-то балласт, мы тоже должны не оставлять на потом, а разобраться с чем-то на берегу. Это может быть как в чувствах, личная жизнь, буквально у кого-то любовный треугольник, так может быть и в делах какая-то помеха. Так вот мы должны устранить, чтобы нас ничто не тянуло назад, и чтобы не было в последующем для нас какой-то, может быть, зависимой ситуации. Карта также может свидетельствовать, что нам придется сделать какой-то важный выбор, после которого мы можем порадоваться за себя самого. Идем дальше, давайте посмотрим, что у нас в июне, по мнению карт. Карта жадины, четверка пентаклей, мы все сохраняем, вот все то, чем мы занимались, и вообще эта позиция наша стабильная, это позиция якоря, просто продолжай. Но впереди перемены, так и знай, говорит карта, и мы должны все контролировать. Исключить, ну, даже малейшую возможность риска. Исключить, наверное, траты какие-то ненужные, все-таки это у нас пентакли. Уделить внимание как раз своему статусу в плане денег, своей ресурсности. Что-то буквально, может быть, рассчитать и подмечать все то, что происходит вокруг нас. Человек, изображенный на карте, как будто придавил эти пентакли и говорит: никому не дам. Вот приблизительно где-то с пентаклями так и нужно поступать. И не случайно, наверное, для вас вот эта шестерка, которая в самом начале сама выпала, она и говорит: помни, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего. Дважды для вас это будет актуально. Как-то деньги мы не тратим все-таки. И просто продолжаем какой-то либо свой проект, либо какую-то работу. И я не могу сказать, что даже если будет очень хотеться, что мы что-то можем тут грандиозное задумать и осуществить в этот месяц. Больше карта направлена на стабильность. Вот, наверное, по-тельцовски. Вот то, что я говорила. Посмотрим июль. Опять у нас пентакли. Работай, у тебя все получится. Значит, какое-то свое направление мы просто продолжаем. Это карта профессионала. И нам говорят, что мы уже сейчас как будто имеем какие-то наработки. Может быть, кто-то из вас поменял работу недавно. Или пусть не поменял, но продолжает трудиться и видит какие-то перспективы. И вот как раз по поводу перспектив на будущее. Эта карта тоже говорит, как будто может измениться наш статус. Мы можем перейти на другой уровень квалификации. И, безусловно, это пентакли, мы можем еще больше заработать денег. Или мы начали, может быть, недавно какое-то дело, пусть даже свое. И если вы сейчас еще не видите какого-то грандиозного эффекта, или вы пока в чем-то сомневаетесь, карта нам все равно говорит: продолжай, успех тебе обеспечен. Стабильная карта, оба 2 месяца, надо сказать, для вас стабильные. И август, ну, когда выпадает старший аркан справедливости. Это первое указание на то, что мы не должны себя подвергать риску вообще. Мы должны быть готовы увидеть, опять же, какую-то реальность, оценить ее хладнокровно и должны быть готовы от чего-то отказаться. Как будто это совершенно неизбежно будет в первую очередь для того, чтобы обрести эмоциональный баланс. По этой карте мы не идем или не действуем, не предпринимаем каких-то мутных дел, сделок, не участвуем в этом. Во всем том, что может противоречить либо закону, либо традициям, либо поставить нас, опять же, под какой-то удар. Мы тут себя сохраняем. И более того, словно выровнять какую-то ситуацию, которая может быть отчасти не решена в мае или в какой-то предыдущий период, или какая-либо проблема, вопрос тут словно может с новым каким-то пониманием вернуться или с какой-то новой ясностью. Мы вынуждены порешать, и исходя опять же из того, что мы будем иметь по закону. Вот какая-то существует реальность, мои дорогие. Если мы говорим о срыве шаблона, он для вас может проиграться именно в августе. Может быть, документ нужно какой-то составить, и для этого нужно предпринять что-то или организовать что-либо. Или это может быть какая-то личная история, в которой вам тоже нужно разобраться, словно подвести черту для того, чтобы идти вперед по этой карте. Мы должны какие-то противоречия словно исключить. Или
установить в каких-либо вопросах, может быть, по поводу финансов что-то нам нужно прояснить, совершенно будет необходимо, потому что двигаться нужно дальше по этой карте. И у нас, повторюсь, не должно быть риска. Любые вопросы, то, что нас тянет назад, то, что нас выбивает из колеи, все же справедливость у нас держит в одной руке меч, а в другой-то весы. И вот именно наше, как эмоциональное равновесие, так может быть и финансовое равновесие. Мы тоже должны понимать, что нас ждет дальше. Вообще холодный расчет, математический подсчет, больше логики, никаких эмоций в течение лета. Очень продуктивное время как для продвижения себя самого, для построения карьеры, так и на будущее для каких-то заработков. Хотя уже в этот период, как бы нам говорят, деньги будут, потому что две пентаклевые карты. Но мы еще ничего не тратим. Тут еще какие-то перемены как будто предстоят. Что у нас в сентябре? Тут действительно старший аркан справедливость продолжает королева мечей. И как раз о том, что мы что-то отрезаем, отказываемся, кому-то говорим нет, проводим окончательно какую-то демаркационную линию и больше к прошлому не возвращаемся. У кого-то будет очень важное решение, которое изменит вашу жизнь. Может быть, это решение было и прежде, но тут вы что-то осуществляете. Ведь это у нас прообраз Юдифи. Словно и перед вами будет такая ситуация, когда вы должны надеяться, во-первых, сами на себя, в последующем продумывать, как вот я буду дальше жить, от чего я в последующем смогу оттолкнуться, что в принципе есть моя стабильность, что мне мешает, что меня тянет назад, и ответить вот на такие вопросы и окончательно от его величества балласта, мои дорогие рыбы и рыбки, избавиться конкретно в сентябре. Вот если здесь мы еще в августе как будто с чем-то определяемся, может какие-то документы даже тут составляем. У кого-то ведь могут быть вопросы, связанные с разбирательствами в судебных органах, может быть и так. И тогда мы должны обратиться за консультацию к специалисту, к юристу, к адвокату. Мы не имеем права на ошибку 2 месяца практически. Да я бы сказала даже, вот все начинается с июня. Не случайно карта жадины. Есть я и мое благополучие. Ваша личность, ваши планы, ваше финансовое состояние или подушка безопасности. Вот по этой карте как раз подушка и проходит. Это тот базис, который меньше уже не будет. И нужно понимать, каков он. И с чем-то разобраться, видимо, перед тем, как устремиться еще дальше, уже в октябрь месяц, вам придется в течение август и сентябрь. Давайте откроем октябрь. Мы сдаем словно жизненный экзамен, да, мои дорогие рыбы и рыбки, вас словно судьба может вот за эти 2 месяца поставить в какую-то совершенно новую обстановку. Для вас это может быть, для кого-то изучение, обучение и что угодно. Либо это кто-то будет изучать языки, а другой будет изучать закон, а третий будет осваивать новую специальность, или вы поймете, ведь по пентаклевой вот этой тройке пентаклей карте как раз мы то, что делаем или то, что мы изучаем, оно как будто для нас ново. Но мы прекрасно понимаем, что это нам нужно, необходимо для того, чтобы улучшить качество жизни, улучшить наш статус, улучшить финансовое наше обеспечение, для того, чтобы в будущем какой-то прогресс себе заложить. И это проходит все успешно, потому что сама по себе это карта прогресса. Для кого-то из вас вы будете буквально, может быть, сдавать какие-то экзамены, словно тест. А для большинства это может означать как жизненный этап и экзамен жизни. Мы с чем-то, мои дорогие рыбы и рыбки, должны окончательно разобраться, подвести итог за предыдущие 4, как минимум, месяца. Ноябрь. Королева Пентаклей. Вообще-то вот телец буквально и есть. Кто знает, может быть, вам будут помогать люди, которые прочно стоят на земле, которые сделали себя сами, как идет по королеве Пентаклей. Королева Пентаклей умеет из хаоса создать порядок. Но если мы отойдем от как бы личных каких-то взаимодействий и в целом рассмотрим энергетику карты, это стабильность. По этой карте это как раз есть какой-то уже уклад.
И это как жизненный может быть, так и финансовый, безусловно. Надо сказать, что королева Пентаклей восседает на троне среди сада. Так вот, по энергетике этот сад она создала своими руками. И вам придется где-то создавать себя своими руками. Ваши идеи будут востребованы. И где-то помните, что ваша идея– это ваша сила, может быть. Особенно у вас, мои дорогие рыбы и рыбки. У вас великолепно работает интуиция. И то, как вы можете видеть реальность, может кто-то и не видеть. Поэтому, с одной стороны, если мы говорим о каком-то творческом процессе, что тоже проигрывается по этой карте, ведь любая задумка королевы Пентаклей начинается ментально. Поэтому, чтобы никто не украл нашу идею, мы ее сами впоследствии будем воплощать в жизнь. Поэтому примите этого внимания. В своих мыслях мы особо не распространяемся. С другой стороны, у нас будет уже ощущение в ноябре, что я не зря прошел какой-то путь. Это своего рода итог или вот та самая стабильность, которую вы сможете словно прочувствовать. Или, знаете, есть такое выражение, я могу выдохнуть, да, вот, наверное, вот тот момент, когда мы можем где-то выдохнуть, потому что мы уже что-то сделали очень правильно, и у нас уже какая-то либо структура образовывается, либо мы, может быть, порешали какие-то вопросы по документам, и для нас тоже что-то более определено, либо еще как-то выравнивается финансовая ситуация, и тоже это придает нам уверенности, ведь королева Пентаклей, она уверена в себе. И по этой карте нам еще говорят, поработайте над имиджем, потому что для королевы Пентаклей, буквально, повторяюсь, важно все. И в том числе вопросы здоровья и внешнего вида тоже для вас. Это может быть как подсказка соответствовать какому-то статусу нам придется. Или как-то пересмотреть свой имидж. Или уделить внимание здоровью в плане именно профилактики, чтобы не заболеть. Или уделить внимание своему режиму труда и отдыха. Может быть, будет много каких-то для вас нагрузок самых разных, и отдых для вас будет не только с позиции привести мысли в порядок, но и с позиции отдохнуть физически тоже важен. Вообще стабильная карта. Если говорить про Юпитер в Тельце, ну вот он вам. Значит, в ноябре, мои дорогие, несмотря на какие-то сложности, может быть и трудности, несмотря на какую-то прижимистость необходимую в финансах, вы выработаете новую стратегию и тактику, которая на последующие годы вам будет здорово помогать. Декабрь. Карта тайных знаний. Карта обучения, кто-то продолжит учебу. Видимо, вот то, что я говорила, цикличности карта. Когда мы сдали экзамен, переходим на новый уровень, словно тоже мы его подытоживаем и идем дальше, учимся чему-то новому. Вот, пожалуйста, Верховная Жрица. Да, это может быть карта тайных знаний, это в принципе изучение того, что пока от нас скрыто. Так, с другой стороны, это карта интуиции и мудрости. Вам придется, видимо, в декабре пользоваться тем, чем вас одарила в полной мере природа. Прислушивайтесь, в принципе, к интуиции. Значит, какая-то обстановка может быть в чем-то такая непонятная, темноватая. Или вам придется, может быть, находиться совершенно в другом круге общения. Или для кого-то из вас это может быть новый коллектив. Или вообще, в зависимости от того, что вы осуществите, наверное, за предыдущие месяцы, есть какая-то новизна с одной стороны, а с другой стороны какая-то непознанность. Но у каждого по-своему, и в зависимости от того, что это будет, вы словно будете продолжать изучать. И мы должны сказать, что все-таки карта это дает нам совет, она достаточно холодная, и в таких где-то энергиях нужно пребывать. Есть спокойствие, уверенность в себе. По этой карте мы ни от кого не должны зависеть, потому что в первую очередь Верховная Жрица, она независима. Ее невозможно купить, на нее невозможно надавить. Это не значит, что она агрессивна или где-то противопоставляет себя вот так ярко. Нет, если нужно, она уходит в тень. Она все время как будто
полутени. И она выжидает, может быть, какой-то нужный момент, приобретая какие-то знания, и только потом она действует. У нее все просчитано. И вот такие холодно-расчетливые энергии, основанные где-то на интуиции, где-то на отчасти энергии такого серого кардинала. Безусловно, это тоже проигрывается, потому что мы ничего не транслируем о себе, понимаете? В декабре, видимо, это будет важно. Вот это будет для вас в целом выигрышная позиция. Перекладывайте на себя интересная половина года для вас, мои дорогие. Очень ресурсное время, но которое потребует от вас где-то мужества, где-то выдержки, абсолютного контроля и никакого риска. И тогда вот вам какая-то стабильность для вас уже обеспечена. Но ее тоже придется удерживать, потому что следом у нас идет Верховная Жрица. Мы не можем расслабиться в декабре. Мы здесь поменяем энергии для того, чтобы где-то удерживать, повторяюсь, все то, чего мы достигли, и идти вперед. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.